В 3 веке до нашей эры вместе с первым императором династии Цинь в Китае, которого звали Цинь Шихуанди, была захоронена огромная армия. И при этом интересно то, что сам император, будучи еще совсем юным по нынешним меркам, в 13 лет начал строить свою гробницу и приказал создать для себя армию, которая сопровождала бы его в загробной жизни. В общей сложности было создано больше 8000 воинов. Спустя многие годы их нашли, откопали, и теперь это одна из главных достопримечательностей Китая. А к чему же я все это рассказываю и почему показываю вам эти картинки, узнаете прямо сегодня в обзоре. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня терракотовая армия, и это игра, в которой вы станете теми самыми ремесленниками и творцами, которые создали 8000 уникальных фигур. Говорят, что каждое лицо в каждой статуе терракотовой армии уникально и отличается от других. И еще говорят о том, что раньше они были даже разукрашены, то есть они были покрыты краской и эмалью, и каждый из них был уникальным воином. Мы же в этой игре будем добывать глину, тренировать своих работников, потому что мы будем якобы прорабами, у которых будет несколько работников, создающих эти самые статуи. И будем расставлять их в мавзолее. Мавзолей у нас вот здесь. При этом статуи есть как обычных воинов, они хранятся вот в таком вот органайзере, так и особые статуи, которые будут каким-то образом взаимодействовать с другими. Важный момент в том, что когда мы строим обычную статую, 4 вида — это офицер, копейщик, арбалетчик и алебардчик. И мы будем вставлять их в такие вот специальные подставочки, выставляя на игровой поле, тем самым обозначая, что это наша статуя. А когда вы будете выставлять, например, коня, арбалетчика или так далее, они, скорее всего, будут никому не принадлежать, но за исключением коня, на котором мы также будем ставить свою фигурку. И это евро-игра на набор очков. Тот, кто в конце игры будет обладать большим количеством очков на вот этом вот самом треке, который бежит вокруг поля, тот и победил. А получать мы их будем за выставление воинов, за правильное их расположение, за то, что будем выполнять специальные цели, и, конечно же, за то, что мы хорошо расходуем ресурсы и хорошо расходуем наши действия. А как все мы это будем делать, я вам прямо сейчас расскажу. Давайте разбираться, как играть в терракотовую армию. Каждый игрок получает себе вот такие 15 подставочек, они нам пригодятся для того, чтобы размещать терракотовых воинов, как я сказал, чтобы показать, что они наши. Получит себе 6 мастеров. И их он будет выкладывать на игровое поле, постепенно получая все больше и больше возможностей и способностей. По факту вот это вот наше дерево технологий, которое позволяет нам получать новые способности и использовать дополнительные клетки на тройном колесе действия. Также у него будет 4 жетончика оружия, и они изначально перечеркнуты, потом их можно будет перевернуть вот сюда вот и получить себе готовое оружие. Мы их будем вращать туда-сюда в ходе игры, используя различные способности воинов, которые мы вставляем на игровое поле, или при покупке специалистов. Также игроки получают себе немного денег, а те игроки, которые позже остальных ходят, могут себе получить даже немножко глины. Глина у нас это такие вот жетончики, и они бывают двух типов. Он бывает сырая глина, и, как вы понимаете, сырая глина как раз и используется для того, чтобы строить статуи. И бывает высохшая глина. Прикольная штука этой игры в том, что почти вся ваша глина, если у вас нет крутых мастеров, которые позволяют сохранять глину в мокром состоянии между раундами, будет превращаться в сухую. И вам нужно будет, если вы захотите пользоваться, каким-то образом ее смочить. Для этого будет также на колесе особое действие. Также получаете себе изначально всего лишь 4 маленьких миплов, маленьких рабочих, и ими вы будете распоряжаться в начале. Но если вы будете себя хорошо вести и правильно расходовать свои действия, ваши миплы превратятся в больших. Отличаются они тем, что маленькие миплы занимают одно место, и на это место больше никто не может встать из маленьких миплов. Но если, например, стоит маленький мипл вот этого игрока вот на этой части колесика, то я сюда смогу поставить своего большого. А вот если чей-то большой стоит, то уже никто больше не поставится. Соответственно, маленького я сюда поставить не смогу, но большие позволяют нам получить больше возможностей при выборе действия на тройном колесе вот на этом. И тройное колесо как раз и будет основным нашим движущим механизмом в этой игре. Именно им мы будем пользоваться для того, чтобы выбирать себе действия, получать себе дополнительные ресурсы и в целом делать все, что мы хотели бы. А структура раунда абсолютно простая. Первая фаза — это все игроки будут по очереди выставлять по одному миплику на вот это самое колесо действия, получая различные действия с него. Я про него расскажу немножко подробнее. Потом, соответственно, у нас происходит фаза скоринга, то есть получение победных очков, и мы будем получать победные очки за все, что мы, в принципе, себе там настроили, наделали и так далее. Что выставили сюда, какие у нас цели были здесь. Получаем себе победные очки, начисляем их сразу и переходим в следующий раунд. Потом будет фаза зачистки перед следующим раундом, где мы немножко почистим поле, подработаем некоторые детальки и подготовимся к следующему раунду. Также там будет определяться, кто будет следующим игроком в следующем раунде. И в целом все. Итак, самая важная фаза игры, как во многих евроиграх, это фаза действий.
В эту фазу вы берете себе одного своего мипла и начинаете думать о том, в какую часть колеса вы хотели пойти. При этом вы можете заплатить 2 монетки, как указано здесь, для того, чтобы подкрутить либо среднее колесико, либо внешнее колесико. 2 монетки, это достаточно дорого, монеты это вот ценный ресурс, который вам надо будет зарабатывать. Поэтому, если у вас есть возможность отправить своего рабочего в какой-то сектор колеса, а именно сектор вы выбирать будете, не тратить денег, это сделать лучше. Здесь же у вас встает большая дилемма этой игры, потому что множественный выбор, множественные действия, вы выбираете себе комплект по факту из 3 действий, которые будете делать. И учитывая то, что эти действия достаточно разнообразны на игровом колесе, и некоторые из них дают вам разные возможности, то есть даже, например, смотрите, вот, например, возьмем вот это действие. Вот это действие написано 2 глины, помести одного воина. А вот здесь у нас уже идет 3 глины, а вот здесь 4 глины. Но вы сидите и думаете, вот я здесь 2 глины могу поместить себе воина, это дешево. Но с другой стороны, я же могу пойти, например, вот сюда и сразу получить 2 глины. И так далее. И вы каждый раз, когда будете выставлять свой мипла, будете выбирать между различными возможностями получения либо ресурсов, либо траты ресурсов в меньшем количестве. И вот вы думаете, я сейчас не поставлю себе туда, где я за 2 всего лишь смогу поставить себе воина на это игровое поле, а воин это очень важная часть игры, тогда вот тот игрок или вот этот игрок возьмут туда, займут ее, и я не смогу этого сделать. Но с другой стороны, я сейчас могу получить побольше ресурсов, которые мне нужны больше всего. В частности, вот я в данном случае, например, вообще не мог туда пойти, не было бы смысла туда идти, потому что у меня нет глины. И поэтому я пошел бы, наверное, набирать глину себе. То есть я выставил бы себе товарища сюда, одного. А дальше работает как? Дальше мы начинаем разыгрывать колесо из центральной части во внешнюю часть. И здесь у меня написано «Получи 4 глины». Я получил 440 глины. Второй ряд говорит мне «Получи еще 2 глины». А третий ряд говорит мне «Разверни алебарду». Я развернул алебарду. Мой ход закончился, потом пошел куда-то второй игрок, потом пошел куда-то третий игрок. И снова доходит до меня. Сейчас у меня уже целая куча глины. И я мог бы что-то делать, выбирая другие действия. И при этом важный момент еще в том, что если у меня был большой мипл, я мог бы также пойти, например, вот в эту клеточку и сделать здесь действие. Или вот в эту клеточку и сделать здесь действие. Это было бы тоже иногда мне полезно понимать и не требовало бы от меня движения колесиков вот этих вот разных. Например, чтобы пойти сюда, я бы хотел бы получить 4 монетки, взять себе еще 2 глины и воспользоваться этим свойством, о котором я скажу немножко позже. Итак, что у нас здесь есть? У нас есть обычный ресурс добывающие клеточки, то есть получить денежки или получить глину. С этим все просто, все понятно. Вот эта клеточка говорит о том, что намочи всю свою сырую глину. Вы просто берете ее и переворачиваете, теперь она у вас сырая, вы сможете ей пользоваться. Вот эта клеточка говорит вам о том, что вы можете взять себе верхний жетон отсюда. Эти жетоны позволяют вам подняться вверх в порядке хода или оставить за собой то место, которое у вас было. Первая точка ставит вас на первое место в начале следующего раунда, второй на второе, третий на третье. И при этом, чем дальше, соответственно, эти точки идут, тем больше вы еще бонус получаете в виде глины. То есть на первом месте вы просто становитесь первым, на втором вторым и 1 глину, а на третьем 2 глины, но третьим. Вот такая штука. Говорит вам о том, что того мипла, который вы отправили туда, вы сразу заменяете себе на большого. То есть если бы я стоял здесь, я взял бы сразу поставил сюда большого, а это бы ушел из игры. И дальше я бы пользовался бы уже большим миплом. Да, как бы действие, я за него фактически ничего не получил, кроме возможности потом выставляться туда, где другие уже не встанут. А также забивать места для них и не давать им ничего делать. И есть клеточки, на которых нарисованы мастера. Мастера — это отдельная штука в игре, которая, как раз, как я сказал, является вашей прокачкой. Мастера бывают разные, на них разные символы. Каждый мастер будет вам приходить в игру следующим образом. Если, во-первых, вы пришли сюда, и у вас уже есть этот мастер, вы выполните связанное с ним действие. Если у вас его еще нет, вы имеете право взять один вот из таких вот своих жетонов, оплатить столько, сколько на нем написано денег, и выложить себе этот жетончик, вот, например, за одну денежку, ну стоп, это я же делаю фиолетовый, за одну денежку вот сюда. Заплатил одну монетку, и он лег сюда. И сразу же выполнить это действие. Плюс этих мастеров в том, что, во-первых, они в конце каждого раунда дают нам какие-то бонусы. Часть из них будут давать нам деньги, раз, два, три, а часть будут разрешать нам не разворачивать на сухую сторону одну глину. То есть, в честности, если у меня будут все 3 вот этих мастера, 3 свои глины я не высушу в конце раунда. Это прям круто. Плюс они вам дают возможности получать дополнительные всякие плюшки, когда вы используете их клеточки. И, например, вот этот вот товарищ говорит вам о том, что посмотрите номер раунда, заплатите столько денег и поставьте одного специалиста. Это круто. А вот это говорит, что выполните действие в первом секторе дважды. А в первом секторе обычно очень крутые действия. И есть еще один важный момент в том, что если вы не хотите выполнять какое-то действие из первых 2 секторов, вы можете вместо этого взять одну монетку или одну глину просто так, как бы, например, то есть, если вам не нужно ничего сушить, вы могли просто взять монетку и на этом заработать немножко. И, конечно же, есть наши клеточки, которые строят воинов. Клеточки, которые строят воинов, есть 2 типов. С черненькими воинами и с серебряными воинами. Черненькие воины — это все вот эти вот 4 вида. Серебряные воины — это все 4 вот этих вида. Строятся они немножко по-разному. Воины вот отсюда всегда строятся за глину, воины отсюда всегда строятся за деньги.
При этом, что здесь воины всегда стоят столько, сколько написано там, но постепенно будут давать вам все меньше и меньше очков. То есть, если я, например, первым построю себе офицера, он мне принесет 8 очков. Второй, кто построит, уже 7 очков и так далее, и так далее, и так далее. Все-таки мы здесь строим мавзолей с терракотовыми воинами, и строить воинов будет очень прибыльно. Эти же, наоборот, как бы вам говорят следующее. Вам нужно потратить обязательно оружие, плюс заплатить изначально одну денежку и выставить его туда. И как видите, когда я освобождаю эту клеточку, денежек становится больше. И каждый следующий будет строить все дороже и дороже и дороже. Игра в целом достаточно комплексная и достаточно кризисная. Вам постоянно будет не хватать глины или других ресурсов. Вот этих жетонов будет очень не хватать, потому что они дают крутые штуки. Во-первых, они позволяют вам ставить специалистов, про каждого из которых я расскажу. А во-вторых, они позволяют запускать вот эти вот способности на воинах. И у нас здесь есть памятка по воинам. И каждый из них позволяет нам сделать разные штуки. Но для того, чтобы их сделать, при покупке воина вам необходимо также потратить оружие, которое он носит. То есть для офицера нужно потратить меч, для рыбальщика алебарду, для этого нужно потратить будет арбалет, а для этого нужно будет потратить копье. И каждый из них вам даст победные очки или какие-то другие фишечки. Например, вот этот позволит вам двигать так называемых инспекторов. И это прям очень полезная вещь. А вот про специалистов я буду рассказывать, когда уже выставлю некоторое количество воинов сюда для примера. Итак, допустим, я поставил своего офицера сюда. Желтенький поставил своего офицера вот сюда. А зелененький поставил себе алебарчика, допустим, вот сюда. И вот у нас постепенно начинает выстраиваться воины. И, например, я поставил себе еще одного офицера вот сюда. Этот поставил себе одного алебарчика вот сюда же. А этот поставил себе одного арбалетчика вот сюда. Как оно работает? Каждый раз, когда вы выставляете воинов одинакового типа и ставите их рядом друг с другом, они создают группу. И здесь нужно понять две концепции, которые есть в этой игре. Это концепция доминирования и концепция присутствия. Они работают вообще во всей игре, везде, и работают для всех целей. В частности, например, вот если у вас цель говорит иметь больше всех глины, а доминирование — это если у вас действительно ее больше всех. Если у вас есть хотя бы одна глина, вы присутствуете в этом испытании и получаете разное количество очков. В частности, вот здесь вы получите 13 за доминирование, 6 за присутствие. И оно работает везде, во всех аспектах игры. В частности, у нас есть несколько моментов, которые мы будем считать по скорингу. У нас есть такие вот инспектора, они будут ходить вот сюда и вот туда. Инспектора в конце раунда будут вам говорить о том, какой ряд и какой столбец будет приносить вам победные очки. И в частности, у нас здесь будет по одному победному очку за каждый воин, который там стоит. А потом мы также проверим доминирование и присутствие. И в частности, у желтого здесь явно доминирование, потому что его 2, а присутствие есть у фиолетового. И поэтому желтый получит 7, а фиолетовый получит 3 очка. И это только за эту часть. А также нам важно, чтобы воины стояли в группах. И в частности, видите, у нас вот здесь есть одна группа из 3 воинов, офицеров. А вот этот воин, он не относится к этой группе. Вот стоял бы он здесь, это была бы другая группа. А вот здесь он стоит не пришей кобыле хвост, как говорится. И вот таким образом вот в этой группе фиолетовый побеждает в доминировании, и он получит победные очки в конце игры, а желтый получает победные очки в присутствии. А вот этого не даст ничего, его под концом игры вообще уберут нафиг оттуда. Просто чтобы он не мешался для подсчета победных очков. Также эти концепты считаются здесь при получении очков. В первом раунде, в конце первого раунда, мы будем считать, у кого больше всего воинов в центральном столбце, и в данном случае ни у кого, у всех только присутствие. Во втором раунде мы будем считать, у кого больше всего копейщиков, и в данном случае тоже как бы никто не победил. То есть доминирования не было. Потом будем считать, у кого больше монет, у кого больше всего в левой верхней четверти и у кого больше всего глины. Эти штуки, они разные на каждый раунд. Они есть и на разные четверти, и на разные ресурсы, и на разные типы воинов, и на разные расположения. Все считается вместе одновременно. И поэтому эта игра будет для вас головоломкой, очень приятной и комплексной, когда вы будете выставлять каждого своего воина. Потому что, во-первых, вам нужно постараться понять, в какую группу вы поставить, чтобы он туда присоседился. То есть вам важно, какого воина вы будете брать. У вас здесь нет требования взять определенного типа воина. Но при этом, если у вас есть определенный вид оружия, может быть, лучше взять его. Второй момент. Нужно будет подогнать под инспекторов его желательно, да еще и не забывать про цели. А еще и на конец игры нужно быть в нужной группе воинов для того, чтобы получать больше очков. И это при том, что у вас вот здесь будет прям треть-четверть поля, то есть очень много фигурок воинов будет к концу игры. Далее, важный момент еще в том, что эти воины могут приносить по-разному победные очки, если вы платите их оружие. В частности, офицер вам принесет просто одно победное очко и позволит подвигать инспектора, и в частности, можно было бы вот этого инспектора, например, удвинуть вот сюда, и тогда вы просто явно получали бы фиолетовое доминирование здесь. И это тоже некоторые хитрости игры. А вот арбалетчик, например, да,
он может сделать следующее. Если вы заплатите арбалет, когда вы ставите его, вы посчитаете клеточки до ближайшей от него впереди фигурки и получите столько очков. То есть арбалетчиков, конечно, выставлять подальше от других хорошо, но это может быть не очень выгодно, потому что у вас может не совпадать со всем остальным. И чтобы вам было совсем весело, есть еще вот эти вот крутые фигурки. Работают они следующим образом. Лошадь. Наберем лошадь. Берем какого-то воина. Вставляем его в свою подставочку, ставим его вот сюда и представляем его, например, вот здесь. Это все еще один воин, но он занимает 3 клетки. То есть таким образом вы заняли 3 клеточки. Для чего это может быть нужно? Есть вот такой товарищ, который будет давать победные очки за доминирование клеток вокруг него. И вот мы заняли 3 клетки. Есть вот такой товарищ, который будет говорить нам о том, что, извините, ребятки, но при любой ничьей вот эти вот товарищи будут выигрывать. И в данном случае он будет выигрывать при ничьей, если, например, вот в эту группу добавится еще один офицер. И вот видите, здесь 2 желтых и 2 фиолетовых. Но арбалетчик решает, что фиолетовые в данном случае побеждают. А также он будет выигрывать и вот в этой группе вокруг него в доминировании, что тоже очень важно. И вот этот вот товарищ, который будет говорить вам о том, что вы получаете победные очки еще за каждого вашего воина в одном ряду или в одном столбце с ним. И вот фиолетовый, поставив его сюда, даст себе еще одно дополнительное очко здесь и одно очко здесь. Но можно было бы найти, наверное, какой-то более интересный способ поставить его и, возможно, немножко попозже. И все вот это дает вам большое количество очков и при этом некоторую головоломность игры, которая постепенно с каждой партией становится для вас все мягче, но не становится менее интересной. То есть вы одновременно решаете 2 задачки в этой игре, и каждая из этих задачек находится на одной из своих частей поля. Здесь вы выбираете, какие у вас будут ресурсы, каких воинов вы строите, как вы, в принципе, будете рассчитывать свои действия и что вы будете делать. А здесь вы играете в небольшой контроль территории, который вы сами себе устраиваете, потому что вы сами создаете зоны. Здесь же вы, соответственно, пытаетесь нарыть себе как можно больше очков за геометрические фигуры и за выставление воинов в нужных местах. Игра по правилам в своей базе в основе очень простая. То есть вы просто получаете ресурсы и за них когда-то покупаете воинов, выставляете их туда. Но если связать кризисность игры в той части, в которой у вас постоянно не хватает каких-то ресурсов, с головоломностью вот этой части именно мавзолейной, то игра достаточно сложная. То есть она такая, просто научиться, но сложно, круто играть в нее. Компоненты в игре очень приятные, как видите, вот воины все, да, у некоторых вот этих вот копейщиков, конечно, у них там погнутые копья, но здесь смысл в том, что как раз это просто такой пластик, который как бы ничего с ним не сделаешь. В клинке колдовстве, например, точно такой же пластик. Но в целом компоненты очень приятные, выглядит игра на столе классно, несмотря на то, что она вся такая коричневая, блекло-зеленая, она достаточно атмосферная. При этом у вас постоянно происходит что-то в игре, у вас происходит конкуренция перманентная, и обращать внимание на красивости картинок было бы, наверное, может быть, даже и некогда. Но при этом вот эта часть мавзолея, которая постепенно выстраивается, видите, я расставил всего ничего фигурок, то есть там по 3, по 4 от каждого игрока, а оно уже выглядит клево. Поэтому, если вы хотите себе хорошую евру с интересными механиками, которые вы до этого, скорее всего, не встречали, можете попробовать терракотовую армию, и я думаю, что вам понравится. Особенно, если вы фанаты евро и ищете в играх что-то, что вы до этого никогда не видели. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!